Вы когда-нибудь слышали, как звучит электричество? Тонкий, едва уловимый гул высоковольтных проводов. Мы обычно его не замечаем, но если долго стоять рядом, начинает болеть голова. Современный мир — это такой же гул. Мы живем в эпоху высоких частот, но не духовных, а невротических. Бета-ритмы головного мозга, суета, дедлайны, ожидания, быстрее, выше, сильнее — это мужской ритм. Это ритм охоты, войны и достижения. И когда женщина пытается встроиться в этот ритм, она превращается в плохо настроенную скрипку, которую заставляют звучать, как отбойный молоток. Мы все это чувствовали. Это состояние, когда ты вроде бы делаешь все правильно, но внутри дребезжание. Ты бежишь, но стоишь на месте. Ты говоришь, но тебя не слышат. Ты хочешь любви, но встречаешь сопротивление. Знаете почему? Потому что вы нарушили закон физики. Вы пытаетесь передать сигнал не на той частоте. Сегодня я хочу поговорить с вами не о женственности в привычном понимании. Забудьте о юбках, кулинарии, косметике. Я хочу поговорить о резонансе, о том, как ваша нервная система диктует события в вашей жизни еще до того, как вы открыли глаза. Представьте себе комнату, полную гитар. Если вы дернете струну на одной из них, струны на других гитарах, настроенные на ту же ноту, начнут вибрировать сами по себе, без прикосновений. Это физика, это закон резонанса. Женщина — это живой камертон. Наша биология, наша гормональная система и наша психика устроены так, что мы считываем и модулируем пространство. Большинство женщин сегодня живут в режиме передатчика помех. Мы транслируем тревогу, мы транслируем дефицит. Мне не хватает времени, меня не любят, я должна доказать. Этот сигнал уходит в мир, и мир, как послушное зеркало, возвращает нам этот сигнал обратно в виде событий. Мужчины становятся холодными, деньги достаются тяжело, тело начинает болеть. Вы думаете, это судьба? Нет, это просто ошибочная частота, вещание. Вы звучите на частоте нужда, а хотите поймать волну изобилия. Эти две станции никогда не пересекаются. Существует огромный мир, существует также огромный миф, который нам продали. Миф о том, что женская энергия – это слабость, пассивность, лежание на диване. Это ложь. Настоящая женская чистота – это состояние сверхпроводимости. В физике сверхпроводимость возникает, когда сопротивление падает до нуля, и тогда энергия течет без потерь. Мощнейший ток, который не встречает препятствий. В нашей жизни сопротивление – это наш контроль, это наше напряжение в теле, это наш спазмированный живот и сжатые челюсти. Когда женщина входит в состояние когерентности, она перестает бороться с реальностью. Она становится нулевой точкой. Это не пустота, это точка абсолютного потенциала. Именно в этом состоянии происходит магия, которую мы называем интуицией. Заметьте, когда вы в истерике, вы не знаете, что делать. Вы мечетесь, но вспомните моменты, когда вы были тотально спокойны, глубоко, внизу живота. В тот момент вы точно знали ответ на любой вопрос. Вы знали, что скажет собеседник. Вы знали, куда идти. Это и есть ваша базовая заводская настройка, чистота ясности. Как же переключить этот тумблер? Многие пытаются сделать это через ум. Мы читаем разные аффирмации. «Я богиня», «Я спокойна», в то же время как внутри все кричит от ужаса. Это не работает. Нервную систему нельзя обмануть словами. Она понимает только язык состояний. Главный секрет управления реальностью для женщины – это безопасность. Не внешняя, а внутренняя биохимическая безопасность. Пока ваше тело думает, что за ним гонится тигр,
Вы находитесь на мужской частоте выживания. Переход на женскую частоту – это акт волевого замедления. Это искусство сказать «стоп» посреди хаоса. Это способность выдохнуть так глубоко, чтобы сигнал тревоги в мозжечке погас. Когда вы замедляетесь, вы становитесь плотнее. Ваше поле становится густым, текучим, магическим. Вы замечали? В комнату входит суетливая женщина, и все устают. В комнату входит женщина в состоянии глубокого покоя, и все невольно поворачивают головы. Мужчины замолкают, дети успокаиваются. Почему? Потому что в мире хаоса тишина – это самый дорогой ресурс. И женщина, которая носит эту тишину внутри себя, становится самым ценным объектом в пространстве. Я предлагаю вам эксперимент. Не верьте мне на слово, проверьте физику. В следующие 24 часа попробуйте не добиваться своего, а настроиться на свое. Перед каждым вашим звонком, перед выходом из дома, перед встречей с мужчиной возьмите паузу, закройте глаза, почувствуйте свои стопы, почувствуйте низ живота. Представьте, что вы переключаете радиостанцию с шум FM на глубину FM. Спросите себя, из какого состояния я сейчас буду действовать? Из страха не успеть или из знания, что я уже там? Вы увидите странные вещи. Светофоры начнут загораться зеленым, люди начнут улыбаться и открывать двери. Проблемы, которые казались нерешаемыми, растворятся и решатся чужими руками. Это не чудо, это смена частоты. Мир не меняется, меняется тот, кто на него смотрит. Ваша женская энергия – это не то, чему нужно учиться. Это не навык, который нужно приобрести. Это то, что нужно вспомнить. Это возвращение домой, в свое тело, в свою природу. Мягкость – это ваша броня. Спокойствие – это ваше оружие. Наслаждение – это ваш компас. Перестаньте быть эхом чужого шума. Станьте мелодией, под которую танцует мир. Вдохните, выдохните. Вы дома.